Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на декабрь для водолеев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу, и ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Нюанс: если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете смотреть прогноз по дате рождения. И даты расписаны под каждым видео, когда Солнце было по ведической астрологии в тех или иных знаках. И фактически, прошу заметить. Теперь давайте говорить о тенденциях декабря для водолеев. 5 декабря будет полнолуние в вашем четвертом доме гороскопа. Полнолуние в четвертом доме, который у нас отвечает за место жительства, недвижимость, транспорт, мамы, наши ощущения внутреннего счастья. Это что может быть? Это может быть поездка, это могут быть какие-то перемены в доме, перемены у мамы, допустим, перепрописка, перестановка, кто-то в гости к вам приехал, кто-то выселился из квартиры, что-то с машиной сделали, там, починили и так далее. Это все по полнолунию в четвертом доме гороскопа. На полнолуние в четвертом доме у нас влияет и на работу, поэтому могут быть перемены в работе и статусе в том числе. С 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер повторно будет идти по вашему пятому дому гороскопа. Он возвращается, он ненадолго убежал вперед, возвращается в пятый дом гороскопа. Ну что ж, это, собственно говоря, прекрасно. Тема детей, тема деторождения, тема обучения, создания каких-то своих проектов, творчества, посещения мероприятий снова возвращается в вашу жизнь. Творить, любить, хотеть, вынашивать, зачинать, начинать, посещать концерты, развлекаться — это все Юпитер здесь будет поддерживать. Юпитер формирует комбинацию вложения сил и ресурсов в тему пятого дома гороскопа. И если вы этим занимались до октября 2025 года, не доделали, не сделали что-то, не завершили, не получили результата, то сейчас еще у вас есть полгода на то, чтобы в эту тему погрузиться. С 6 декабря по 29 декабря Меркурий заходит в ваш 10-й дом гороскопа и создает комбинацию «не хочу работать», начинает тенденцию на то, что не хочу работать, хочу отдыхать и развлекаться. Собственно говоря, даже не Меркурий это первый начинает, потому что первый начал Юпитер. Начнет Юпитер 5 декабря, выйдет из дома работы, а вторым начнет Меркурий. Не хочу работать, хочу развлекаться. Будут какие-то планы вмешиваться в ваши, вернее, какие-то дела, вопросы будут вмешиваться в вашу работу. Меркурий формирует комбинацию на перерыв в работе, отдых, отпуск, у кого-то увольнение, обучение по работе. Какие-то слухи могут всплывать по работе и не давать вам эффективно работать. Но в то же время Меркурий в 10-м доме гороскопа дает интерес и необходимость собирать информацию о том, как получить статус, о том, как получить эту работу. То есть вполне возможно, что поиск работы с последующим увольнением в том числе. Какие-то перемены у водолеев намечаются, водолеи будут хотеть что-то поменять в работе однозначно. Ну и в целом Меркурий может давать такую вашу функцию общественную, представительскую, когда вы должны что-то рассказывать про какие-то общественные, может быть, процессы. С 7 декабря по 16 января в 11-й дом гороскопа заходит Марс.
И Марс вот как раз-таки тоже смещает фокус на 11 дом гороскопа, который напротив пятого, то есть дом наград, дом достижений, дом дополнительной прибыли, дом сообществ, дом друзей. И все эти планеты, которые будут в 11 доме гороскопа, они будут еще дополнительно влиять на пятый дом, который у нас отвечает за отдых, развлечения детей, обучение и так далее, и так далее. Марс в 11 доме в целом формирует хорошую комбинацию. Он у вас указывает напрямую на то, что вы можете получить какое-то повышение в работе. То есть вот эти вот перемены в работе, они могут давать и повышение в работе, либо улучшение какое-то, повышение заработной платы, вхождение в какие-то более высокие круги в работе, выплата, премия, что-то такое, может быть дополнительная какая-то выплата, дополнительная премия. И помимо этого, необходимость отстаивать интересы какого-то сообщества, может быть, по Марсу. В каких-то сообществах, если вы входите, даже вот связанные с работой, с вашим статусом, вы там можете как-то отстаивать интересы какой-то группы. И еще по Марсу очень важно, что этот период, он, конечно, может вас сильно расслаблять. С другой стороны, это с одной стороны. С другой стороны, ваши достижения, ваше будущее, ваши цели и планы будут очень сильно зависеть от ваших собственных усилий, от того, сколько вы приложите сил, и вам нужно будет напрягаться. То есть вы будете хотеть не напрягаться, но будет понимание, что нужно поднапрячься. Может быть, какое-то участие в конкурсах, в премиях, в наградах. Вот это вот тоже очень круто, даже самостоятельно подаваться на такие вещи и участвовать в различных номинациях. Также, может быть, если у вас есть бизнес, переоформление счетов, переоформление карт, переоформление сертификатов, различных документов, тоже по этому Марсу. Следующее, в 11 дом гороскопа с 16 декабря по 14 января зайдет Солнце. Солнце может прояснить какие-то вопросы, связанные с вашим уровнем оплаты труда, с наградами, с номинациями, со счетами, с предпринимательством, с получением вами какого-то подарка, с сообществами, в которых вы состоите, с вашими социальными сетями. И помимо этого Солнце еще формирует комбинацию тоже классную на какие-то успехи командные, либо на достижение какого-то партнерского соглашения, на то, что вы можете с помощью какой-то команды получить какое-то достижение, либо команда, в которой вы участвуете, получает какое-то достижение, либо вы своих партнеров вводите в свой круг общения, знакомите с друзьями. Это классные транзиты на партнерский бизнес, классные транзиты на заключение каких-то сделок, классные транзиты на то, чтобы вместе что-то представить в команде, что-то сделать на сарафанное радио, на клиентов новых вот по сарафанному радио, на маркетинговые всякие рекламные контракты. То есть хорошие очень транзиты вас ждут. С одной стороны, уходит турбулентность из 10-го дома гороскопа, с другой стороны, у вас будут и творческие какие-то намеки, и при этом с помощью других вы можете добиваться своих целей. 20 декабря будет еще новолуние в вашем 11 доме гороскопа. Новолуние в 11 доме гороскопа как раз и дает, допустим, новая выплата, премия какая-то, да, какую-то выплату вам дали перед Новым годом классную, повышение заработной платы, открытие счета, открытие бизнеса, вхождение в какой-то новый коллектив, да, начало ведения социальной сети, вступление в какое-то сообщество, новая дружба, новые друзья, знакомые, подарок, исполнение мечты в некоторых случаях тоже по новолунию в 11 доме гороскопа. Но в целом новолуние в 11 доме, оно классно тем, что это дом наград, достижений, исполнения желаний и подарков, поэтому новолуние в 11 доме в любом случае благоприятно должно быть. С 20 декабря по 13 января в этот 11 дом гороскопа зайдет еще и Венера. Венера в 11 доме гороскопа тоже круто, потому что она дает такой вообще кайфушный, я бы сказала, в какой-то степени период.
Здесь есть тенденция на то, что вы можете входить в какие-то сообщества через учебу, с помощью руководителя тоже, с помощью мамы тоже, с помощью ваших каких-то, может быть, людей, которые вам протекцию оказывают. Но еще 11 дом — это дом друзей, и мы там как будто бы немножко флиртуем, романтикой какой-то занимаемся, в богемные какие-то круги входим, общаемся. Может быть, женские какие-то коллективы, там тоже, может быть, подарками обмениваемся. То есть какая-то энергия взаимодействия с другими людьми, которая приносит вам бонусы. Путешествие может быть тоже какое-то по этой Венере. И с 29 декабря по 17 января это вишенка на торте. В 11 дом гороскопа заходит Меркурий. Во-первых, Меркурий дает какие-то поводы для того, чтобы рассказывать про себя в социальных сетях, то есть в целом вести активнее социальные сети, идеи, вдохновения, какие-то планы, может быть. Но еще Меркурий напрямую создает комбинацию успеха детей, успеха в учебе, успеха в запуске проектов, успеха в каких-то творческих начинаниях. И могут быть всякие разные неожиданные в вашу сторону бонусы, типа там внезапно вас кто-то деньгами поддержал, премию какую-то выиграли. В общем, я бы сказала так, мои дорогие водолеи, если у вас есть возможность вписываться в какие-то конкурсы, вписываться в какие-то инициативы, в какие-то, может быть, выступления, то, пожалуйста, на декабрь и первую половину января это ваше время, когда вы можете как-то зазвездиться, как-то получить какие-то бонусы, продвинуться, получить признание. Поэтому я бы сказала вперед. Вот так, мои дорогие друзья. Такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.